Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Меня зовут Юлиана. И, друзья, в этом видео мы с вами уделим вниманию месяцу нашего рождения и поговорим о том, где же лежат деньги согласно месяцу нашего рождения и как правильно нужно направить свою энергию, именно денежную энергию, для того, чтобы привлечь в свою жизнь достаток, изобилие и благополучие. Друзья, в общем, мы сегодня с вами говорим о деньгах, о финансовой удаче, потому что этот вопрос волнует абсолютно каждого человека. И каждый из нас хочет узнать, в какой же сфере его ждет финансовый успех, ждет его изобилие, достаток, где вот то, знаете, вот такое вот золото, такой вот клад для того, чтобы вот улучшить свое финансовое состояние. И нам об этом расскажет именно месяц рождения. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, потому что у нас на канале достаточно важные, нужные и интересные видео. Ну а в комментариях обязательно напишите, подходит ли вам и вашим знакомым эта информация. Ну а в конце для каждого ждет совет по месяцу рождения. Итак, друзья, начинаем с января. Итак, если вы родились в январе, то в этом месяце рождаются умные и упертые люди. Обычно такие люди всегда достигают поставленных целей. Ну и, конечно же, у таких людей цели всегда амбициозные. Единственное, что им может помешать в осуществлении их целей, это то, что они достаточно долго думают, пока продумают все моменты, нюансы. Поэтому по своей природе эти люди больше думают, чем делают. Но они могут выстроить прекрасный план, создать в голове кучу идей, проектов, но, к сожалению, так и не реализовать ни один из них. Поэтому вам, уважаемые люди, кто вы родились в январе, важно искать себя в недвижимости, в строительстве, в общем, все то, что связано именно с землей. Подумайте над этим. Если вы родились в феврале, то знайте, что февраль месяц дарит нам талантливых и одаренных людей с творческим складом характера. Даже если ваша работа не связана с творчеством, вы можете найти для себя достаточно интересное и полезное хобби. Ну, например, это вязание, это пение, возможно, танцевание или рисование. Если вы попробуете эту деятельность и переведете ее из хобби в разряд зарабатывания денег, то у вас может все сложиться достаточно прекрасно, и вы сможете получать не только как дополнительный это доход, а сделать его и основным доходом. Поэтому подумайте над этим. Обязательно посмотрите по сторонам, что из того, что вы любите делать, может вам принести сначала дополнительный доход к основной заработной плате, ну а со временем стать и основным вашим источником дохода. Обязательно подумайте, вот это очень важно. Далее март. Март, друзья, тоже дарит нам немало творческих и талантливых людей. Весна – это время, когда рождаются люди с глубоким умом и хорошей фантазией. Ваши знания и опыт могут принести вам денежку. Вам хорошо реализовывать себя в тех сферах, где требуется экспертиза. Например, консультанты, юристы, возможно, доктора, консалтинг. И вот именно эти сферы будут для вас успешны. Также вам хорошо заниматься обучением, и те, кто родились в марте, имеют достаточно хороший дар красноречия и хорошо пишут. Блогерство тоже может быть также стать весьма удачным для вас. Апрель. Вы знаете, в апреле рождаются тонкие и интеллигентные люди. Это заботливые родители, прекрасные работники. Люди вот настоящие трудяги. Для них очень важна самореализация. И вот, как правило, где-то к середине своей жизни они добиваются великих успехов.
Многие люди, которые рождены именно в апреле, имеют или мечтают иметь свой участок или частный дом. И вы знаете, их как бы вот тянет к природе, к земле. Нередко они меняют место жительства или работают в командировках, вот, путешествуют. И деньги также могут зарабатывать, именно перемещаясь по нашей прекрасной и великой планете. Поэтому лучше искать удаленную работу, чтобы не быть привязанным к одному месту. Май. Итак, друзья, если вы родились в мае, знаете, вы очень способные, талантливые, но несколько ленивые люди. Если вам удастся побороть свою лень, то, знаете, вы можете достичь значительных успехов практически в любой сфере, благодаря своему трудолюбию и целеустремленности. Хорошо заниматься финансовой деятельностью, строительством, сельским хозяйством, в общем, любым производством. У вас, знаете, вот есть такой талант хорошо зарабатывать на товарах, которые сделаны собственноручно, вот handmade. Вы сам по себе такой вот, кто родились в мае, люди достаточно спокойные, такие домашние. Для вас очень важно, чтобы была финансовая стабильность, ну и вы можете сколотить достаточно хорошее состояние путем накопления и инвестирования. И для вас лучше всего это делать в сфере недвижимости. Июнь. В июне рождаются самые умные люди из всех 12 месяцев. Их эрудиции вы можете только позавидовать. Они схватывают все на лету. Это, знаете, вот такие вот прирожденные коммерсанты. Они умеют красиво говорить и любят красиво общаться. Когда они говорят, просто завораживает вас. Вы можете реализовать себя лучше всего в сфере услуг. Это администраторы, это продавцы, переговорщики, адвокаты. То есть это все люди именно с подвешенным языком. Острый ум, гениальная память и красноречие становятся отличными предпосылками для головокружительной карьеры. Помешать может только неуверенность в себе и страх проявления себя во всей красе. Не сдерживайтесь, знайте, вы рождены для успеха. Если вы родились в июле, то июль дарит очень чувственных, добрых и надежных людей. Вы всегда готовы прийти на помощь, очень любите свою семью, и для вас семья вообще это самое главное. Поэтому для вас, кто родился в июле, подойдут любой вид бизнеса, связанный с семьей. Также развитие, возможно, подсобного хозяйства или продажа своего труда. А вот заниматься коммерцией вам не стоит. Почему? Потому что здесь нужна жесткость, дисциплина и умение быть лучшим, чем ваши конкуренты. А вот люди, которые родились в июле, они слишком мягкие для вот именно такой коммерческой деятельности. Конечно, те, кто родился в июле, это талантливые люди, которые могут своим талантом заработать достаточно приличные деньги. Сюда же подойдет тренерская работа. Работа, которая связана с обучением, выращиванием и созиданием. Август. В августе люди рождаются амбициозные, яркие, дружелюбные и открытые люди. Они очень обаятельны и могут построить отличную карьеру. Этим людям подойдет практически любая деятельность, но очень здесь важно, чтобы ваша душа лежала к работе, иначе у вас ничего не выйдет. Рожденным в августе сложно подчиняться. Они, вот знаете, такие вот упрямые, не любят выполнять какие-либо приказы. Вот они живут на какой-то своей волне. Поэтому те, кто родились в августе, для вас подойдет именно собственный бизнес. Но желательно вам вести его самостоятельно. Если вы будете в партнерстве, то есть с кем-то, то для вас это будет достаточно сложным. И вы знаете, те, кто родились в августе, имеют достаточно хорошую судьбу. И вы, как правило, обретаете успех и финансовую удачу, стабильность уже, как правило, во второй половине своей жизни. Сентябрь. Те, кто родились в сентябре, рождаются это добрые и уравновешенные люди. Вы прекрасные работники, терпеливые, ответственные люди. Часто работаете на одном месте вот многие годы и пользуетесь уважением. Всегда все к вам обращаются за каким-то советом.
Успех вас ждет в сфере финансирования и бухгалтерской деятельности. Обращаем ваше внимание, что вам неплохо было, если вы будете заниматься инвестированием и приумножать свои деньги. И тогда уже к почтенному возрасту вы сможете накопить достаточно хорошее состояние. Также удачу вам приносят всегда новые знакомства, и поэтому вы открыты всегда людям и новым предложениям. В путешествиях, вне зависимости, где это, в своей стране или за пределами, вы всегда находите друзей, находите новые связи, и это помогает вам в будущем. И многие, кто родились именно в сентябре, находят именно свое счастье именно в иммиграции. Октябрь. Друзья, те, кто родились в октябре, дарят нам людей достаточно красивых как внешне, так и внутренне. У вас, уважаемые, те, кто родились в октябре, достаточно много разных талантов, интересных идей и достаточно хороших мыслей. Единственное, что может вам помешать, это неуверенность в своих силах. У вас есть все, чтобы добиться успеха. Если к вам в голову пришла хорошая какая-то идея, возможно, проект, не откладывайте ее реализацию в долгий ящик, потому что вы можете упустить возможность выиграть в том или ином деле. Вам хорошо заниматься деятельностью, связанной с пищевой продукцией и с ресторанной деятельностью. Вы знаете, те, кто родились в октябре, достаточно очень вкусно готовят. И такие люди реализуют себя в каких-то технических специальностях и становятся великолепными руководителями и топ-менеджерами. Если вы родились в ноябре, то знайте, что в ноябре рождаются люди умные, глубокие и с богатым внутренним миром. Многие начинают уже с юности отдавать себя творчеству. Ну, а вот другая половина людей, кто родились в ноябре, предпочитает посвятить себя семье. И обращаем внимание, что вне зависимости от того, что вы выбрали в жизни, творчество или семью, и вас в любом случае ждет удача. Потому что жизнь у людей, тех людей, которые рождены в ноябре, у них складывается жизнь достаточно хорошо и правильно. Знаете, как у нас привыкли так говорить: школа, институт, работа, пенсия. Возможно, кому-то жизнь покажется скучной, но люди, которые родились именно в ноябре, их эта жизнь достаточно устраивает, потому что им не нужна вот эта внешняя мишура, они себя прекрасно чувствуют в одиночестве и не стремятся к каким-то приключениям. Им даже, знаете, работать хорошо в одиночку. И такие люди могут спокойно заниматься фрилансом, это может принести им дополнительный доход. И, друзья, декабрь. В декабре появляются на свет талантливые ученые, бизнесмены и люди с удивительными творческими способностями. Многие те люди, которые родились в декабре, склонны к изучению языков, любят путешествовать и узнавать что-то новое. Поэтому вам никогда не стоит прекращать учиться. Старайтесь свой мозг постоянно держать в тонусе, смотреть по сторонам. И вы обязательно увидите возможность для себя, для своего развития и улучшения своей жизни. Обращаем ваше внимание, что где-то к середине своей жизни вы обычно достигаете того, чего вы хотите. Ну, а помешать тому, что вы не смогли достичь тех или иных целей, реализовать какие-то проекты, помешать может только низкая самооценка, негативные программы, которые в нас заложены с детства еще нашими родителями. Ну и, друзья, как мы вам и обещали, даем советы каждому, кто родился в определенный месяц. Итак, если это январь, то, пожалуйста, больше общайтесь, потому что тогда есть большая вероятность того, что вы узнаете для себя способ улучшения вашего материального положения через ваших знакомых. Поэтому общайтесь, не стесняйтесь, не бойтесь, идите на контакт. Не все люди злые, очень много людей добрых, милых, только вы должны сами поменять свой внутренний мир. Февраль. Учитесь, новые знания могут принести вам финансовую свободу. Март. Не стесняйтесь проявлять свою природу.
Выражайте себя. Чем более активным вы будете в жизни, тем быстрее вы сможете добиться успеха, при этом в любой сфере своей жизни. Апрель. Для вас очень важна именно поддержка, поэтому ищите тех людей, которые всегда будут с вами и вас поддержат. Вы найдите, пожалуйста, тех людей, которые близки вам по духу, и вместе с ними вы можете свернуть горы. Май. Не ленитесь, для вас важна именно дисциплина. Найдите пример для подражания и следуйте по этому пути, и у вас обязательно все получится. Июнь. Никогда не останавливайтесь. Чем больше опыта вы приобретаете, тем успешнее будете становиться. Июль. В погоне за деньгами не забывайте о близких и друзьях. Для вас важно сохранить эмоциональные связи с семьей. Август. Светите всегда и везде. Скромность не ваш удел. Проявляйте свою индивидуальность и знайте, это принесет вам успех. Сентябрь. Вы по жизни материалист, поэтому старайтесь побольше мечтать, ведь, как известно, мечты имеют свойство сбываться. Октябрь. Какая бы дорога не была трудной, нужно пройти этот путь, потому что в конце вас ждет огромное счастье. Ноябрь. Чудеса приходят в жизнь к тем, кто их ждет. Поэтому настройтесь на то, что иногда жизнь меняется к лучшему, и все налаживается само собой. И декабрь, друзья, доверяйте миру, перестаньте все контролировать, отпускайте ситуации, и решения будут приходить сами, как по мановению волшебной палочки. Вот так, друзья, теперь вы знаете, в каких сферах вы можете привлечь достаток в свою жизнь, изобилие и благополучие. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя.